Приветствую всех на моем канале Петельки из Амстердама. Все о вязании для начинающих и опытных рукодельниц. Это видео последнее в 2023 году. Поэтому я хочу поздравить всех моих подписчиков и гостей моего канала с наступающим 2024 годом. Сегодня я хочу рассказать вам об одной модели из этой книжки Норы Гоун «Рельефный узор из перекрещенных петель». Это ее авторская модель. Но так как она присутствует в этой книжке, я думаю, каждый ее может вязать. Так как книжки не у всех есть, поэтому я вам немножко расскажу об этой модели, расскажу, как вяжутся вот эти ее необычный способ ее перекрещивать петель, помогу с этим разобраться, и покажу, как вяжется узор. И кому нравится, вы сможете сами связать вот такую модель. Вот как она выглядит в оригинале, да, вот видите, такая безрукавочка связанная, из шерсти она связана, да. Значит, какой здесь принцип? Она вяжется вот так вот. Вяжется она, можно ее вязать из двух частей. В книжке именно так связано, да, но при желании ее можно вязать и по кругу, да. Вот ее размеры. Можете взять эти размеры оригинальные. Они, значит, на три варианта, да. Значит, 44 это российский, 48 российский, 52 российский. В скобочках даны европейские размеры. И вот это объем груди уже в готовом изделии, да. И вот такие размеры у нее по плечу, пройма, по длине до проймы и ширина по низу. В принципе, я думаю, что для вязания она не очень трудная. Единственное, что здесь оригинально сделана отделка проймы. Ну, в том плане, что оригинально, вот если вы заметите, вот этот край самой проймочки связан из 3 петель. Такая оригинальная сделана окантовка. А так, в принципе, вяжется лицевыми, и получается тут изнаночная гладь по кромочке, да, и она вяжется вместе с жилеткой, да, не надо отдельно набирать петельки. Вы сделаете вот здесь небольшой по пройме, небольшой спуск, или сократите несколько петель по пройме, и сразу же начнете вязать, одновременно обвязывать пройму. В принципе, здесь ничего сложного нет. Сам рисунок. Значит, рисунок называется в этой книжке. Рисунок называется «Арабская вышивка». Это рисунок номер 85 из этой книжки. И поэтому перед тем, как мы начнем разбираться с узором, именно как связать узор, я вам предлагаю посмотреть очень короткий урок мой. Я специально сняла его для тех, кто хочет научиться вязать вот эти вот перекрещенные петельки по книжке Норы Гоун. Это ее тоже авторская разработка, вот эти перекрещенные петельки. И она как бы не всем понятна. Я уже столкнулась с этим, что многие не понимают, как они вяжутся. Поэтому я специально сделала такое короткое видео, вы разберетесь. Там, значит, я разбираю также, как вяжется для тех, кто вяжет бабушкиным способом, и тех, кто вяжет классикой. Поэтому посмотрите, пожалуйста, вот это коротенькое видео, а потом мы с вами разберем узор. Небольшой видеоурок для тех, кто хочет освоить вязание узоров вот с этой замечательной книжки Норы Гоун. Здесь, в принципе, ничего сложного нет, но есть пару нюансов. И поэтому я хочу вам сейчас в этом помочь. Значит, при вязании всех этих узоров существует два основных элемента, которые, если вы освоите, то больше никакой сложности у вас не будет. Это, значит, так называемые перекрещиваемые петли. 2 петли перекрещивания вправо и 2 петли перекрещивания влево. Они обозначаются, значит, так. Вот 2 петельки вместе. Мы их перекрещиваем. Вправо обозначается вот так, и 2 петельки перекрещиванием влево обозначается вот так на схемах. Поэтому, если вы освоите вот эти два элемента, то больше сложности у вас не будет. Все остальные, которые присутствуют на схемах, это лицевая, изнаночная или накиды, в этом ничего сложного нет. Итак, в чем нюанс? Значит, очень важно здесь делить для тех, кто вяжет бабушкиным способом, и тех, кто вяжет классическим способом. Поэтому вывязывание вот этих двух элементов немножко по-другому происходит. Вот я связала образец, на котором, значит, половина
петелек я вязала классикой, а вторая половинка у меня связана бабушкиным способом. Отличие только о том, как у вас висят петельки. Значит, здесь у меня за переднюю стеночку, а здесь они висят за заднюю стенку. И поэтому немножко есть различие, как вяжется. И сейчас я вам покажу и при одном способе, и при другом способе. Так, сначала для тех, кто вяжет классикой. Значит, так, я провязываю. Значит, кромочную снимаем. Значит, первые две петли, которые мы хотим перекрестить с вами вправо. Значит, мы здесь просто их провязываем. Видите, я ввожу спицу в 2 вместе, провязываю их 2 вместе и, не снимая со спицы, провязываю потом еще первую. И потом можно снять. Еще раз. 2 вместе, провязываю петельку и, не снимая со спицы, отдельно еще первую. И третья пара. То же самое. 2 вместе, не снимая со спицы, первую. Теперь нам надо перекрестить парные петельки влево. Для этого надо вот эти 2 петли, которые мы хотим перекрестить, мы снимаем и меняем у них стеночку, то есть перевешиваем их за заднюю стенку. Потом провязываем сначала вторую, сзади я ввожу спицу во вторую петельку, вот я ее провязываю, и потом 2 вместе. Опять 2 петли мы переснимаем, меняем у них стенку, потом провязываем сначала вторую и 2 вместе. Ну и последняя пара. Опять мы их снимаем, меняем стеночку, провязываем сначала вторую, а потом 2 вместе. Вот это два элемента, которые мы вяжем, перекрещивание вправо, перекрещивание влево, для тех, кто вяжет классикой. Теперь вторая половинка для тех, кто вяжет бабушкиным способом. Значит, нам надо перекрестить 2 петельки влево. То есть вправо сначала мы будем делать, видите? Они висят у нас за другую стенку, и поэтому здесь вы должны делать все как бы в зеркальном отображении. Вы сначала снимаете вот эти первые 2 петли, перевешиваете их за другую стеночку. Теперь провязываете их 2 вместе и потом первую отдельно. Опять вот эти 2 петельки нам надо перекрестить. Мы их снимаем, меняем стеночку, провязываем их 2 вместе и потом одну отдельно. И еще раз. Значит, 2 петельки снимаем, меняем стеночку, 2 вместе и 1 отдельно. Это вот петель, который перекрещивание идет вправо. Теперь нам надо перекрестить петельки влево. Для этого при бабушкиным способом сейчас мы ничего менять не будем, потому что у нас петельки хорошо, красиво висят. Сначала мы вяжем вторую. Вот я завожу спицу сзади во вторую петлю, провязываю сначала ее, а потом, не снимая со спицы, 2 вместе. Опять сначала вторую ввожу сзади, провязываю вторую и потом 2 вместе. Ну и последняя пара. Опять сначала вторую, а потом 2 вместе. Ну вот и вся премудрость, которая существует в этих узорах. Если вы это освоите, вам по силам любой узор из этой книжки. Итак, теперь переходим к узору. Значит, раппорт узора 18 петель в длину и 14 рядов в высоту. У меня здесь по ширине взято 2 раппорта. Это уже 2 раппорта вместе, да, и поэтому так вот как бы смотришь, чтобы немножко было понятно, побольше разу. Значит, рисунок, то есть образец мы будем с вами вязать на 1 раппорт. Я набрала сейчас вот 18 петель у меня. Здесь 18 петель, 2 кромочные и 1 петелька перед началом раппорта. Это как бы для симметрии. Это если вы будете вязать поворотным вязанием,
то вот эту одну петельку для симметрии необходимо набирать. Если будете вязать по кругу, то ровное количество. Вот начало, первый ряд я вяжу классикой. Первый ряд вот мы смотрим. Вот это как раз, ну, то есть сначала кромочная, потом вот эта лицевая петелька, это которая идет для симметрии. Вот я ее провяжу лицевой. И потом переходим к самому узору. Вот мы смотрим, первые две петельки мы должны перекрестить влево. Для этого мы сначала вводим спицу во вторую петельку сзади, провязываем ее и не снимая со спицы, потом провязываем еще 2 вместе. Следующие 2 петельки у нас с наклоном вправо. Для этого мы сначала провязываем 2 петельки вместе, а потом первую, не снимая со спицы, потом провязываем еще первую. Дальше смотрим, у нас 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Это очень удобно. 4 лицевых, 1 изнаночная, опять 4 лицевых, 3, 4 и опять пары с перекрещиваем. Только теперь наоборот. Сначала мы 2 петельки перекрещиваем. А нет, то же самое, извините. 2 петельки перекрещиваем влево. Для этого мы сначала провязываем, входим вот во вторую петельку из этой пары, ее провязываем, не снимая со спицы, потом провязываем 2 вместе. А наклон вправо, наоборот, мы сначала провязываем 2 вместе и, не снимая со спицы, провязываем 1 и 1 лицевая. Все, мы первый ряд связали, кромочная. Теперь при поворотном вязании, вот мы разворачиваемся, будем вязать изнаночные, так как все смотрятся, а там, где мы вязали одну изнаночную в лицом, мы будем вязать лицевой, а потом опять дальше изнаночные до конца. Значит, второй ряд вот провяжите все самостоятельно. Если вы захотите вязать по кругу, то вот второй ряд надо будет как бы вязать все в зеркальном отображении. И лучше всего предварительно нарисовать отдельный узор для кругового вязания, чтобы вам было легче. Значит, вяжем сейчас второй ряд. Теперь третий ряд. Смотрим, значит, кромочную я снимаю, потом 1 лицевая для симметрии, маркер, и начинается наш раппорт. И вот мы смотрим, здесь появляется еще 1 лицевая, и потом 2 вместе с наклоном вправо. Опять мы провязываем сначала 2 петельки вместе, не снимая со спицы, провязываем первую, и потом можно снять. Дальше 1, 2, 3, 4, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, изнаночная, 5, 1, 2, 3, 4, 5, смотрим, и 2 петельки с наклоном влево. Так, здесь мы делаем наоборот, мы сначала провязываем вторую, вот я ее подхватываю, провязываю отдельно вторую, не снимая со спицы, провязываем 2 вместе, и у нас осталось 2 лицевых, 2 лицевых, и раппорт закончен. Вот это у нас третий ряд. Смотрим дальше. Третий ряд, четвертый ряд, опять как смотрят петельки, да? Кроме одной посерединке, она тоже как смотрится, но вяжем все изнаночные, 1 лицевая и все изнаночные. Это четвертый ряд. Пятый ряд, смотрим. Видите, вот это уже, которая для симметрии, она у нас появляется и становится изнаночной. Мы ее вяжем изнаночной. Теперь начало раппорта. Смотрим. 2 петельки вместе с наклоном вправо. Мы провязываем 2 сначала вместе, не снимая со спицы, провязываю первую, и потом только я снимаю. Дальше 1, 2, 3, 4, 5, 6 лицевых уже появляется. 1, 2, 3, 4, 5, 6, изнаночная, 5, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 2 петельки с наклоном влево. Опять я сначала провязываю вторую, вот я захожу сзади во вторую петельку, вот я ее провязываю, потом 2 вместе, и последняя у нас тоже уже изнаночная. Ну, раппорт мы закончили, кромочная. Итак, дальше, вот посмотрите, в принципе, этот узор совсем не сложный. Надо просто внимательно смотреть за рисунком. Вот вы себе переснимите
вот этот рисунок, да, или перерисуйте, или сделать фотографию экрана, потом распечатайте, как вам удобнее, да. Вот мы сейчас закончили 5-й ряд, 6-й ряд, 5 смотрим, так как смотрятся у нас петельки. 7-й ряд, уже в середине появляется переплетение, и они здесь расходятся. Просто внимательно следить за рисунком, и в принципе ничего сложного здесь нет. Поэтому я надеюсь, что вам эта моделька понравится, и вы себе сможете связать такую же. Вот посмотрите, жилеточку. Она, мне кажется, смотрится очень красиво. И, значит, это такая вот базовая жилетка. Ее можно носить как под кардиганчик, так и под жакет какой-то, а также как и самостоятельную единицу. Горловинку можно немножко удлинить, связать, значит, как более длинный, как воротник для свитера, такой высокий воротник, а можно наоборот ее укоротить, вот как бы до половины, 4-5 сантиметров будет, такой наоборот как бы жилет с круглым вырезом. Поэтому здесь вы можете экспериментировать. Ну вот это все, что я хотела на сегодня вам показать. Пока-пока, до встречи в следующем 2024 году.